Привет, друзья! Вот такой вот кейс для жестких дисков с USB 3 с внешним питанием. При этом для формата 2.5, для формата 3.5 подходит универсально. Слушайте, крутая штука для организации какого-нибудь Samba сервера либо внешнего хранилища на канале Технозон. Поехали! Начинаем традиционно наш обзор с Алиэкспресса. На Алиэкспрессе он стоит $29.19, по крайней мере на момент обзора. И, как мы видим, здесь небольшой блок питания, поддержка, вот видите, HDD SSD. И дело в том, что мы сейчас его даже распакуем, посмотрим, что он у нас из себя представляет, материалы корпуса. Здесь они отмечают некоторые моменты, это в частности USAP. Это поддержка протокола ускоренной передачи данных, что в принципе на 70% быстрее, чем традиционные 3.0. То, что здесь есть plug and play, это все понятно. Здесь есть интеллектуальный спящий режим. Это, кстати, очень классно. И он изготовлен из ABS пластика. Вот такого вот достаточно прикольного. Он шероховатый, сверху глянцевая поверхность. Есть у нас еще кнопка включения и выключения питания. Ну, на распаковочке увидите все более детально. В принципе, ссылочка лежит в описании под видео. Так для чего же такая штука нам подойдет и для чего будем использовать мы? Мы купили ее для того, чтобы подсоединить к нашему роутеру Kinetic и организовать достаточно неплохой Samba сервер. Либо подсоединить к нашему Ubus AM6+, который у меня стоит вот на столе. Смотрите, вот он есть у меня на столе лежит. И у него есть встроенные функции Samba сервера. Либо подключить его к моему компьютеру для того, чтобы скидывать туда какие-то проекты. И 3.5 для меня подходит отлично, потому что 2.5 формат SSD большого объема — это достаточно дорогое удовольствие. Здесь мы подключали 4-терабайтные жесткие диски, и все шикарно работает. На текущий момент у меня там стоит сейчас терабайтничек для тестов, и мы подключим еще с вами для тестов SSD. Посмотрим, конечно же, его скорость. Проверим его обязательно на компьютере. Особенно морочиться на ТВ-боксах не стоит, потому что мы с вами должны понять максимальную скорость. Как организовать Samba сервер на ТВ-боксе, мы, конечно же, выпустим дополнительное видео. Поэтому, в принципе, это своем подписались, нажали колокольчик, не пропустим, развиваемся, строим классные штуки у себя дома, на работе, в офисе. Короче, ребят, переходим. Вот такой вот Ugreen. У нас написано в спецификации сразу, что это USB 3.0, SATA 7 плюс 15 пин, поддерживает UASP транспорт протокол, SATA 3 и плюс поддерживает 3.2, 3.5 и 2.5 дюймов SATA Hard Drives. Совместим с Windows, Linux, Mac, 12 вольт у нас питание. Вскрываем данное действие. Оу. Смотрите, как он упакован. Я вот, знаете, четкие линии сразу просматриваются. Ах, слушайте, неплохо. Неплохо вскрывается сразу. У него видны отверстия для охлаждения, плюс у нас сзади есть диффузоры для охлаждения самого жесткого диска. Сюда можно поставить как 2.5, можно поставить 3.5. Мы, само собой, поставим 3.5 для того, чтобы показать, как это работает. А на тестах скорости мы поставим 2.5 с SSD с высокой скоростью чтения, для того, чтобы определить, насколько он быстро передает. Все, вот он защелкнулся, сверху у нас кнопка управления есть, здесь у нас есть USB 3.0 коннектор и блок питания 12 вольт. Давайте сейчас глянем, что у нас еще в комплекте. В комплекте у нас блок питания очень компактный. Вот вы знаете, вот за это Ugreen огромное спасибо. Почему? Потому что вот я привык, что такие вот большие кейсы обычно содержат какой-то блок питания по типу ноутбучного. Это жутко неудобно. И плюс есть у нас вот такой вот кабель, достаточно качественный кабель. Он не сильно гибкий, но это хороший USB 3.0 кабель достаточной длины, порядка метра. Да, он ровно метровый. Ну что ж, будем подключать, проверять скорость чтения данной штуки. Уж очень широкий спектр ее применения. Слушайте, ну включаю, компьютер вы наш уже видите. Очень сильно понравился вот этот вот компактный блок питания. Подключаю теперь еще и USB этот шнур. И включаем, нажимаем на кнопочку. Давай. Зажужжал наш жесткий диск, загорелась лампочка. Кстати, лампочка горит не напрягающе, не сильно светло. Лежать он должен именно вот так вот на столе горизонтально. У него для этого есть ножки. Устанавливаем на стол. В принципе, у него plug and play, он должен был уже определиться.
И он определился, скажем так, простым языком. Скорость доступа, ну, посмотрим. У нас здесь есть большой фильм. Мы попробуем двумя тестами. Первый мы прямое копирование с жесткого диска, потом прямое копирование с SSD. О, у нас не хватает. Давайте с тестовых файлов что-нибудь скинем. Давайте копировать. И на обыкновенном жестком диске 92 мегабайта в секунду — это, скорее всего, ограничение самого жесткого диска. В принципе, мы можем остановить это все дело. И через Crystal Disk Mark мы сейчас запускаем тесты скорости. Я думаю, нам 3 прохода хватит. Поехали, стартанули. Сейчас как раз тестируют на непоследовательное чтение, на рандомное чтение. И вот этот вот кейс, защитный кейс, он очень хорошо изолирует шум. То есть я слышу какое-то пощелкивание, да, стандартное на жестких дисках, которое есть, но оно очень негромкое. То есть я понимаю, что они все-таки сделали какую-то вот эту вот шумоизоляцию у них нормально. То есть там двойной пластик получился снизу, сверху, конечно, он закрыт одним пластиком, но в принципе тихо. Мы уже видим с вами скорость последовательного чтения 99-89 мегабайт. Мы можем остановить и, в принципе, подключить наш SSD-диск. Будем использовать ADATA на 650 гигов, на 500 гигов. В принципе, у него скорость копирования 480 мегабайт в секунду. Выключаем из сети наш диск, вскрываем его, достаем оттуда терабайтничек и засовываем. 2.5, в принципе, крепится вот таким вот образом. Но это достаточно нормальное решение, хотя большой. Для SSD-шников есть другие, конечно, моменты, но здесь мы должны с вами проверить максимальную скорость копирования. Включаем питание. Ну и здесь мы можем с вами скопировать то же самое. Пробуем через тесты. Тот же самый файлик. Нажимаем «Копировать». Скорость 300, здесь зависит от самого еще SSD-шников, 300 мегабайт в секунду он пока показал. Давайте на Crystal Disk Mark запустим. Стартуем. А мы уже видим, кстати, 410 мегабайт в секунду, 412. То есть по факту данный кейс нормально отрабатывает с нашими жесткими дисками. И если у вас будет какой-нибудь жесткий диск действительно быстрый, 3.5 формата, то у него ограничений никаких по скорости работы не будет. Поэтому мы уже видим результат. Мы, в принципе, можем это все дело резюмировать. В принципе, такой кейс нам нужен был именно для одних целей. Ну и как резюме, мы действительно советуем такой кейс для тех, кто хочет поднять 3.5, подключить 3.5 жесткий диск через внешний кейс. Кейс достаточно недорог по сравнению с теми кейсами, которые я использовал ранее. Там нужно было собирать, другой был слишком шумный, у третьего был блок питания, как у ноутбука, отдельный. Здесь у нас плюсы: это компактность блока питания, материалы корпуса, такой себе, знаете, матовый пластик, легкость его и очень быстрый интерфейс и работы. В принципе, ребят, если нравится, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят.